Глава 186. Некоторые семьи довольны, а некоторые встревожены. Руины центрального города, рядом с башней испытания было уже поздно, ночное небо заполонили звезды. Над безмолвной землей возвышалась нефритово-белая башня испытания. На протяжении нескольких тысяч лет она оставалась неизменной и никогда не менялась. Вокруг башни испытания разбили лагерь 4 великих семьи. На каждый лагерь приходилось много стражников, которые создавали напряженную атмосферу, заполнявшую пространство. Эти незыблемые древние руины были одним из испытаний низшего уровня, одним из бесчисленных испытаний. Это место не ограничивало культивационный фундамент, как древняя гробница 10 тысяч трупов, и не было таким опасным, как другие закрытые испытания. Смертность участников была крайне низкой. По крайней мере, последние несколько веков в башне испытания не случилось ни одной смерти. Хотя это не означало, что башня испытания абсолютно безопасна, основная причина, по которой смертность была низкой, заключалась в том, что участников защищал массив испытания. Когда башня распознавала тяжелые ранения, она решала, что жизнь участников в опасности. Она автоматически лечила их, а потом, чтобы спасти им жизнь, возвращала к руинам. Такой план был рассчитан на мгновенные смертельные ранения. Если кто-то получал достаточно серьезные раны, которые пространство испытания не считало смертельными, что происходило тогда? Ситуация складывалась совсем иначе. Они покидали пространство испытания, оставаясь серьезно ранеными. А если массив испытания ошибется, разве пространство испытания допустит смерть участников, если те получат смертельные раны? 1 или 2 раза люди получали серьезные повреждения. У травм были свои последствия, в результате которых повреждался культивационный фундамент, 4 великих семьи не отлучались ни на секунду, центральную государственную башню окружили элиты вместе с семейными докторами. Если с их наследниками что-то случится, они должны отреагировать как можно скорее. Башню окружала и армия Сюн-Удзи, призванная поддерживать порядок. 4 великих семьи не ладили друг с другом, и если они начнут сражаться, то армия разрешит эту ситуацию. Сюн-Удзи с радостным выражением сказал: раньше больше половины участников уже давно были бы дисквалифицированы. В силе участников был большой разброс. Чу Синхэ и 3 других были экспертами царства прославленной души. Чу Тянь, Наньгун Юнь и Юнь Ся и остальные были на 2-м уровне пробужденной души. К тому же, Чу Синхэ значительно превосходил их всех. Даже если бы остальные объединили силы, этого бы оказалось недостаточно, чтобы одолеть его, однако Чу Синхэ был сильнее, так что испытание в этот раз было на порядок сложнее. Неважно, насколько умным был Чу Тянь, такие суровые условия должны были отсеять слабых, так ведь члены 4 великих семей были полны любопытства, особенно семьи Чуэло, что происходит, Чу Тянь смог долго продержаться в башне испытания. Разве они не говорили им быстро отыскать Чутяня, покалечить его, а потом вышвырнуть из башни? Юнь Тяньхэ, Чэнь Бин Юй и другие тоже были обеспокоены. Юнь Тяньхэ придерживался стойкого предположения, что такой, как Юнь Ся, продержится лишь 4-5 часов. Если ему будет помогать Юнь Я, то ему удастся продержаться 15-20 часов. Что касается Чутяня, то этот парень оказался слишком странным, чтобы оценить его шансы. Однако прошло уже больше 10 часов. Почему никто не вышел? Что происходит? Юнь Тяньхэ очень волновался. Семья Юнь испытала серьезное давление, и даже Юнь Я, вооруженная шаром грома, все равно не смогла бы пойти против объединенной мощи молодых мастеров Чу, Ло и Е. Не говоря уже об этом отбросе Юнь Ся, Чэнь Бин Юй слегка нахмурила брови. Она была не только последовательницей Чутяня, но и его поклонницей. Не говоря уже о том, что Чутянь спас ей жизнь, ее кулаки крепко сжались, в воздухе витала едва ощутимая жажда убийства. Если семьи Чу, Ло и Е посмеют что-то сделать с Чутянем, она не отпустит их, следующие 2 часа все терзались мыслями. Башня испытания испустила подрагивающий свет. Кто-то выходит. Все взгляды сосредоточились в одной точке. Кто это? Центральная государственная башня засветилась, и на ней появились древние руны. Это были древние числа. 188 баллов. 187 баллов. Это был очень необычный результат по сравнению с предыдущими. На землю рухнул юноша, одетый в белое. На лицах семьи Юнь появились счастливые взгляды. Черт побери, разве это не молодой мастер Юнь Ся? Остальные были ошеломлены. Юнь Ся так долго считали повесой, однако он получил 188 очков. Что происходит? Должно быть, он мухлевал. Семья Юнь была в отличном настроении. Это был приятный сюрприз, которым они могли гордиться. С Юнь Ся ничего не произошло. Он покинул пространство испытания, не получив никаких повреждений. Он поднялся и принялся ругаться. Проклятие. Эти чудовища слишком странные. Мне в спину попала стрела. Как я зол. Как же зол. Юнь Тяньхэ поспешно спросил, какова текущая ситуация?
Босс, старшая, сестра и остальные объединились в одну команду. Когда меня дисквалифицировали, им не угрожала никакая опасность. Однако их окружила стая пугающих чудовищ, которых ничто не берет, так что в целом ситуация плохая. Юнь Тяньхэ нахмурил брови. 3 семьи тайно хихикали. Если их уничтожат одновременно, так будет даже лучше. Юнь Ся получил свои награды и отдал все дедушке. На этот раз мой урожай велик. Я обменял баллы на несколько наборов боевых искусств, которые наша семья может использовать. Например, взрыв безумного грома, который может превзойти множество наших боевых искусств. Или шаг молниеносной тени, особая техника перемещения высокого класса, несколько комплектов молниеносных культивационных техник, 3 лекарства, близкие скорее к святыне, 2 таблетки, способные прибавлять сил. Юнь Ся добыл в башне испытания ненормально много. Все трофеи были крайне качественными, и все они могли значительно увеличить силу семьи Юнь, семьи Чу. Ло и Е кривились от зависти. Если это трофеи такого отброса, как Юнь Ся, должно быть, и Юнь Я заработала еще больше. Семья Юнь, отправившая 2 человек, заработала слишком много. Хорошо. Хорошо. Старческое сердце Юнь Тяньхэ наполнилось теплом. Отныне никто не сможет насмехаться у него за спиной над его внуком. Ты отлично справился. Иди и отдыхай. Меньше, чем через полчаса центральная государственная башня снова задрожала. Из нее вернулись Линь Му и Фан Хань. У одного было 195 очков, у другого — 190. Глаза зрителей налились кровью. Господи, это на самом деле странно. Эти двое были всего лишь наемниками безо всякой поддержки, которым этот шанс подарила удача. Они представить не могли, что не только получат право участвовать в испытании, но и добьются таких высоких результатов. Этого было более чем достаточно, чтобы получить лекарство класса святыни. 2 одиночки миновали свои неудачи, больше всего это возмутило семьи Чу, Ло и Е. Место принадлежали им заранее. Даже если такие отбросы достигли высоких результатов, то неужели продуктивность гениев и семей Чу, Ло и Е окажется ниже? На лице Юнь Ся виднелось любопытство. «Парни, вас тоже выбросило?» Линь Му и Фан Хань вздохнули. Демоны оказались слишком сильными, у нас не было возможности одолеть их. Нас победили, когда мы потеряли стражников. Юнь Тяньхэ паник. Он не знал, что происходит в башне, однако по их лицам видел, что Чутянь, видимо, столкнулся с какой-то проблемой. Их было несколько сотен, бесполезны и физические атаки, и энергетические. Они достаточно могущественны, чтобы прорвать оборону эксперта царства прославленной души. Падут ли они под натиском настолько жутких чудовищ? Центральная государственная башня снова задрожала, 276 очков, все были поражены. Такой высокий балл. Рекорд почти побит, на этот раз выбросила Фэн Цайды. На ее лице виднелись печаль и сожаление. Фэн Цайды отличалась от других. Чутянь нашел средства для борьбы с демонами, и когда Фэн Цайда управляла светящимся зеркалом, она случайно направила свет на саму себя. Как она могла не печалиться, выглядела она крайне подавленно, однако она успела убить немало демонов, так что заработала намного больше баллов, чем другие трое, так что путешествие преподнесло ей приятный сюрприз. Урожай намного превзошел ее ожидания. У каждого больше другого. У 4 великих семей кипела кровь. Если следовать этой логике, то у людей, которых выбросит после них, будет еще больше баллов. Пока Юнь Тяньхэ расспрашивал о случившемся, он хлопал по столу и хвалил его. Отличный малый, он действительно мастер. В такой опасной ситуации смог найти слабость демонов. Кажется, у них действительно есть надежда. От семьи Юнь пришло 2 участника. Один лишь Юнь Ся добыл несколько древних боевых искусств и лекарств святынь. Что же преподнесет Юнь Ся? Через час небо заполнил свет башни испытания, и появились 2 надписи. 318 баллов, 331 балл выбросила Наньгун Юнь и Юнь Я. Все были потрясены до глубины души. Они получили больше 300 баллов. Они на самом деле получили больше 300 баллов. Члены семьи Юнь взорвались радостью. Новый рекорд. Они установили новый рекорд. Юнь Я получила 331 балл, а рекорд был даже меньше 300. Юнь Я превзошла рекорд, который держался уже несколько лет. Действительно чудесный результат. Наньгун Юнь обменяла баллы на священные травы 2 класса Жэньшэнь тысячелетнего феникса. Этого было достаточно, чтобы прорваться в царство прославленной души. К тому же, она получила огромное количество техник и материалов для культивации. Юнь Я тоже обменяла баллы на довольно хорошие травы святыни, которые в будущем могли привести ее на 5-й уровень пробужденной души. Также она получила несколько рецептов, древние книги и культивационные техники, которые могли внести вклад в силу ее семьи. Кто сказал, что семья Юнь слаба? Они снова выходили на сцену. Пока семья Юнь прыгала от радости, семьи Чу, Ло и Е казались невероятно подавленными. Получить столько баллов было невозможно. Те, кто получили больше 100 очков, считались везунчиками, а этим людям уж точно невероятно повезло. Черт возьми, почему Наньгун Юнь и Юнь Я злились? Проклятие, Чу Син Хэ.
Он напал на нас. Все были поражены. Юнь Тяньхэ сразу же спросил, что произошло. Юнь Я ничего не сказала, ее перебила негодующая Наньгун Юнь. Чу Синхэ напал на нас, когда мы не были готовы. Нас обеих убил Чу Синхэ. Иначе мы получили бы больше. На лице Юнь Я тоже виднелся гнев, он действительно оказался слишком коварным. Было бы лучше, если бы они погибли в бою, однако этот ублюдок Чу Синхэ напал из-под-тишка. Услышав это, Юнь Тяньхэ оторопел. То есть Чу Тянь еще внутри? И он сражается с Чу Синхэ, Ло Сян Луном и Юнь Тяньланом. У босса есть защитный талисман, который может блокировать одну атаку, так что коварное нападение Чу Синхэ не должно было его убить. Лицо Юнь Тяньхэ вмиг побледнело. Теперь пришла очередь радоваться семьям Чу, Ло и Е. Чу Тянь сражался с 3 молодыми мастерами одновременно, и представить последствия было легко. Фэн Цайды, Юнь Ся и остальные изменились в лице. Е Тянлан и Ло Сян Лун не просто убьют Чу Тяня, а, скорее всего, попытаются его покалечить. Плохо дело, Чу Тянь в опасности. Глава 187. Чудо. Юнь Я сразу же забеспокоилась о нем. Сможет ли Чу Тянь сразиться с 3 могущественными молодыми мастерами? Самый слабый из них, Е Тянлян, сейчас был на 4-м уровне пробужденной души. Он прорвался на него больше года назад и добился царства большого успеха в трансформации чудовищного волка. Семья Е подарила ему боевой опыт, позволив сражаться по всей стране вместе с Е Уда. Его сила, боевая мощь и скорость были выше, чем у обычного эксперта прославленной души. Разве Чу Тяню не везло в городе Южного Неба? Все знали, что он полагался не на свои силы, а на трупы, а Е Тянлана победил лишь потому, что воспользовался массивом. В сражении с Е Тянланом Чу Тянь, опирающийся лишь на культивацию, погиб бы, будь у него даже 10 жизней. Не говоря уже о силе дракона-тигра, которая позволяла Е Тянлану смотреть на всех свысока. А ведь был еще ослепительный и несравненный Чу Синхэ. Юнь Тяньхэ побледнела, лицо Чэнь Бин Юй похолодело. Семьи Чу, Ло и Е не скрывали радости. «Эх, Чу Тянь, бывало ли с тобой такое? На этот раз ты попался, и даже если ты не умрешь, мы непременно сделаем из тебя калеку». Мэн Ин и Мэн Цин находились в лагере семьи Юнь. Когда они услышали новости, их лица побледнели. Что им теперь делать? На этот раз у Чу Тяня серьезные неприятности. Перед ними прошел старейшина семьи Е. Когда Чу Тяня покалечат, у вас больше не будет сторонников. Думаете, после этого семья Юнь будет из-за вас двоих идти против 3 других семей? Юнь Тяньхэ сердито произнес: «Что ты собираешься сделать?» «Невозможно спастись, оскорбив наши семьи». Старейшина из семьи Е продемонстрировал им холодную улыбку. «Но это вина Чу Тяня, поэтому мы сжалимся и подарим жизнь 2 сестрам. 3 семьи разделят между собой торговое чудо, а мы подарим 2 сестрам жизнь, сделав их нашими слугами. Это и есть милосердие, вы зашли слишком далеко». Громко выкрикнул Юнь Тяньхэ, и старейшины из семьи Юнь вздрогнули. «Никто из вас не смеет вести себя так высокомерно». На лицах сестер Мэн показался гнев. Как подло, Чу Тяня еще не дисквалифицировали, а они уже пытаются поглотить торговое чудо. Старейшина полагался на поддержку 3 великих семей, поэтому не испугался Юнь Тяньхэ. Чу Тянь сражается с 3 молодыми мастерами, и разве важно, убьют его или покалечат? Маркиз Божественного Ветра не сможет им помешать. Даже если ты разозлишься, даже если маркиз Божественного Ветра будет недоволен, даже если народ будет недоволен, сможет ли маркиз Божественного Ветра выступить против 3 великих семей? Юнь Тяньхэ, подумай об этом, на что ты рассчитываешь без Чу Тяня и торгового чуда? 4 великих семьи всегда были краеугольными камнями центрального города. Влияние 4 великих семей достигало даже небольшие деревни, окружающие центральный город. Исчезновение хотя бы одной семьи приведет к хаосу, что уж говорить о 3. Если в башне испытания молодые мастера убьют Чу Тяня, сможет ли разъяренный маркиз Божественного Ветра убить 3 семьи? 3 великие семьи вели себя так, словно победили. Сможет ли Чу Синхэ вместе с остальными расправиться с Чу Тянем? Глупый вопрос, оскорбив их, он слишком легко отделался, и в этот миг центральная государственная башня задрожала. 3 семьи наполнились волнением. Чу Тянь уже проиграл. Это был счастливый и гордый момент, поэтому они смотрели, широко распахнув глаза, башня испустила луч света. В небе появились руны, 236 очков. Ха, он получил всего 236 очков. Осторожно выкрикнул член семьи Е. Даже отброс из семьи Юнь получил 188 баллов. Остальные тоже принялись издеваться. Юнь Ся сердито стиснул зубы. Он ничего не мог сделать, если честно, в прежние годы это посчитали бы очень хорошим результатом. А теперь этот результат даже не мог сравниться с результатом Наньгун Юнь, члены 3 семей смеялись. Вдруг из башни вылетел сконфуженный человек и рухнул на землю.
Когда все увидели его, они побелели, словно перед ними было привидение. Насмешки вдруг утихли, и повисла тишина. Это не Чутянь, это. Это Е Тянлан, юноша лет 25 носил белую, как лунный свет, мантию. Он был крепко сложен, а выглядел злобно. Его лицо гневно искривилось, и он взревел в небо: «Жалкий Чутянь! Меня злит даже твое существование». Это и правда был Е Тянлан, человек из семьи Е, насмехавшийся над Чутянем, чуть не сплюнул кровью, Юнь Сяо захохотал. Разве это не молодой мастер Небесного Волка? Известный молодой мастер Небесного Волка способен только на это. Кажется, я, человек, который каждый день лишь ест и ошивается по борделям, не намного хуже молодого мастера Небесного Волка. Семья Юнь разразилась смехом. 3 семьи были потрясены до глубины души. В башне остались Чутянь и 3 молодых мастера. Так почему же дисквалифицировали Чутяня? Лицо Еудаа, покрытое шрамами, несколько раз дернулось. Он тихим голосом спросил: «Что происходит?» Бледное лицо Е Тянлана покраснело. Он не мог у всех на виду сказать, что Чутянь победил его. Еудаа едва сдерживал гнев. «Говори сейчас же». «Это Чутянь». Собирался с духом Е Тянлан. «Этот коварный мальчишка напал на меня». Все взволновались. Посмотрите только, что происходит. Самая глупая шутка, которую я когда-либо слышала. А даже если он напал на тебя, то что? Насмешливым тоном произнесла Наньгун Юнь. То есть Чу Синхэ, напавший на нас, поступил честно, а Чутянь напал коварно. Какой лживый род. Ты действительно мастер бродячего пса, который умеет лишь лаять. Подстрекаемая Мэн Ин отважно выкрикнула: «Верно. Молодой мастер бродячего пса, который умеет лишь лаять и кусать людей. Вы действительно думали, что сможете присвоить торговое чудо? Мечтайте». Сын и отец Е впали в ярость. Не успели они возразить, как центральная государственная башня снова задрожала, и в небе появились числа 257 баллов. Из башни вылетел высокий и сильный Лу Сян Лун и ударился лицом о землю. Семья Ло принялась плеваться кровью. Что произошло? Молодой мастер Небесного Волка проиграл. Это было нормально. Почему проиграл молодой мастер Дракона-Тигра? Проклятие. Ло Сян Лун столкнулся со странными взглядами толпы, и его стыд стал еще сильнее. Чутянь напал на меня. Семья Юнь и остальные расхохотались. Какое отличное нападение из-под-тишка! Чутянь, вступивший в бой с 3 молодыми мастерами, коварно победил Е Тянлана, а потом и Ло Сян Луна. Из чего только вылепили 3 молодых мастеров, семью Ло переполняла ярость. Семья Ло и Чутянь враждовали не так сильно, и хотя он убил 2 старейшин и дьякана, они все же были простыми старейшинами и обычным дьяконом. Так было до Великих игр Центрального государства. Когда Чутянь победил Ло Цзиньши, забив его до полусмерти, лишив их места в башне испытания, они, наконец, начали ненавидеть Чутяня. В конце концов, Чутянь не только забил Ло Цзиньши до полусмерти, но и выбил Ло Сян Луна из башни, заставив семью Ло сгорать от стыда. Это был сжигающий стыд, глаза у членов семьи Ло налились кровью, они стиснули зубы. Они еще разорвут Чутяня на 1000 кусочков. Теперь семью Е и семью Ло объединяла ненависть. Семья Чу пока сохраняла спокойствие. Ло Сян Лун и Е Тянлан были не самыми хорошими культиваторами. Их титулы не волновали семью Чу, потому что как можно было сравнивать 3 посредственных людей и великолепием дракона? В центральном городе был только один гений. И звали его Чу Синхэ. Чу Синхэ во всем был первым: разум, интеллект, судьба, мужество. Он в совершенстве познал тайное искусство духовного меча семьи Чу, а в имперском искусство драконьего меча достиг больших успехов. Чу Синхэ в одиночку мог справиться с 3 молодыми мастерами, поэтому проигрыш Е Тянлана и Ло Сян Луна ничуть не обеспокоил семью Чу, потому что все они считали Чу Синхэ самым сильным представителем молодого поколения. Дорога Чу Синхэ к славе была очень гладкой. Его слава смела многих бродяг и гениев, которые в итоге подчинились Чу Синхэ и стали выполнять его приказы. Такой сильный человек не мог проиграть, он был единственным человеком в центральном государстве, который мог стать сверхновой, словно маркиз божественного ветра. Что с того, что Ло Сян Лун и Е Тянлан проиграли? Семья Чу не ощущали ни гнева, ни потрясения, они просто посмеивались. После этой битвы разрыв между семьями снова увеличится. Когда Чу Синхэ заполучит счастливые дары башни испытания, 3 молодых мастера уже никогда не смогут его превзойти. Примерно через полчаса центральная государственная башня содрогнулась, и вспыхнул луч света. 400 баллов. Он получил 400 баллов, ровно 400 баллов. Все были поражены, Юнь Я установил новый рекорд, а уже через 2 часа его побили. Это сделал Чутянь. Звучало логично. Несмотря на то, что многие не хотели признавать мастерство Чутяня, оно все-таки было правдой. Никто и представить не мог, что перед тысячами зрителей из башни медленно выйдет несчастный человек.
Синий халат, золотой меч, белая нефритовая корона, высокий рост и мощная аура. Он походил на драгоценный меч, однако сияние драгоценного меча, от которого у всех обычно перехватывало дыхание, сегодня было ржавым. Это был Чу Син Хэ, над толпой повисла мертвая тишина. Почему здесь Чу Син Хэ? Никто даже не думал о таком итоге, члены семьи Чу оторопели. Потому что результат оказался для них слишком непостижимым. Чу Син Хэ был легендой семьи Чу. Как они могли не оторопить, когда эту легенду победили, несколько секунд Чу Шаньхэ ошеломленно молчал, а потом воскликнул: «Син Хэ! Что с тобой произошло?» Чу Син Хэ выглядел очень плохо. Он вдруг остановился. Во взгляде не было прежнего высокомерия, взгляд стал пустым. Он вдруг расхохотался: «Я проиграл». Сказав это, он сплюнул кровью и рухнул на земь. «Быстро, спасайте его!» Ошеломленные члены семьи Чу бросились к нему и начали поднимать Чу Син Хэ. Чу Син Хэ был без сознания. Очевидно, он был серьезно ранен, однако до последнего пытался держаться на ногах. Это плохо. Старейшина нащупал пульс Чу Син Хэ и с искаженным лицом сказал: «Меридианы молодого мастера сожгло адским пламенем. Налицо все признаки атрофии. Боюсь, он утратил множество навыков». Семья Чу замерла, и даже не из-за раны Чу Син Хэ. Потому что единственным человеком в центральном государстве, способным нанести такую рану, был Чу Тянь, владеющий искусством меча адского пламени. Последний пузырь мгновенно лопнул. У семьи Чу не было выбора, кроме как смириться с жестокой реальностью. Лидер 4 молодых мастеров, которым они гордились, проиграл в битве с Чу Тянем. Чу Тянь не проиграл и фактически уничтожил 3 молодых мастеров. Никто прежде не побеждал Чу Син Хэ. Как он это сделал? Юнь Тяньхэ, Чэнь Бин Юй, Сюну Цзы и их сторонники были потрясены результатом. Никаких сомнений. Мы должны убить его. Гнев 3 семей походил на мощный поток. Они поняли, что раздразнили чудовище. Сейчас чудовище полно сил, но если они позволят ему вырасти, в центральном государстве им уже не будет места. В стороне, у высокого дерева, стоял маркиз Божественного Ветра, одетый в черный плащ. Он тоже не ожидал такого результата. Последним человеком, оставшимся в башне, стал Чу Тянь, находящийся на 2-м уровне пробужденной души. Немыслимо, невероятно, в это трудно было поверить. Глава 188. Останки древнего бога. Как Чу Син Хэ проиграл Чу Тяню, на самом деле случилось это очень просто. Чу Син Хэ был уверен, что может просчитать все ходы Чу Тяня наперед, но он не знал, что Чу Тянь видел все, как на ладони. В фиолетовом сундуке, который был во дворце мастеров, Чу Тянь нашел талисман замены. Этот талисман мог подменить его, если он получит смертельное ранение. Талисман с самого начала был спрятан за зеркалом, а потом настал момент воспользоваться им. Чу Син Хэ считал, что обманул Чу Тяня своими атаками, поэтому попытался убить его, призвав самую сильную атаку. И вот, когда Чу Тянь получил ранение, талисман замены подменил его, а сам Чу Тянь оказался за спиной Чу Син Хэ. Воспользовавшись моментом, он нанес удар. Чу Син Хэ был очень сильным. В этом нельзя было сомневаться. Хотя Чу Син Хэ был лишь на 4-м уровне пробужденной души, даже культиватор 5-го или 6-го уровня пробужденной души не был полностью уверен, что сможет отбить атаку искусства Небесного Меча, во время которой Чу Син Хэ и его меч становились одним целым. Что уж говорить о культиваторах 4-го уровня. Но Чу Син Хэ ошибся. Он оказался слишком высокомерным, гордым и слепым. Человек, кажущийся самым могущественным, на самом деле был очень хрупким. Он считал себя сильнейшим и не мог допустить поражения. Такие стремления помогали ему стремительно расти, но любое потрясение надолго выбивало его из колеи. Атака Чу Тяня не только нанесла ему ущерб, последствия которого будет трудно излечить. Атака полностью уничтожила его хрупкую гордость и тщеславие. Поэтому восстанавливаться ему придется долго, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Чу Тянь вошел в огромные светящиеся двери. Когда он вошел, двери за ним захлопнулись. Чу Тяня испугался, что больше не сможет вернуться в лабиринт, что он застрял в этом странном пространстве. Перед ним высился блестящий дворец из нефрита и золота. Шагая вперед, Чу Тянь услышал, как под ногами звенят золотые монеты. Посмотрев вниз, он обнаружил, что идет по небольшим холмам из золота, серебра и драгоценностей, которые сияли так ярко, что ему пришлось прикрыть глаза. Всюду, куда падал его взор, простирались золотые холмы. Это великолепное зрелище превзошло его ожидания: духовное оружие, священные лекарства, способные потрясти страны, всевозможные редкие материалы и драгоценные сокровища, наследие культивационных техник, обладающие безграничными возможностями. Все это превосходило человеческие ожидания,
Сокровищница. Вот где была настоящая сокровищница. Все, что здесь находилось, можно было продать за поразительное количество денег. У Лисенко, который смотрел на сокровища, аж глаза перекосились. Золото и серебро, небесные и земные сокровища, чудесные священные лекарства. Всем этим он сможет набивать желудок целый век. Лисенок мог питаться целый век, это ясно показывало, насколько ценные эти сокровища. «Поздравляю, юноша!» По залу прокатился глубокий торжественный голос. «Ты прошел последнее испытание, и теперь получишь высшие сокровища башни». Лисенок осмотрелся, но так и не нашел того, кто мог бы это говорить. Чутянь нахмурил брови. «Так называемые сокровища — это все эти вещи?» «Нет, у тебя есть два варианта. В первом ты можешь взять столько, сколько хочешь. Для культиватора пробужденной души это несметные богатства. Можешь ни о чем не беспокоиться и жить, как король». Голос даже не успел договорить. «Не нужно». Перебил его Чутянь. «Я выбираю второй вариант». «Вот как?» В голосе послышалось некоторое удивление. «Ты даже не знаешь, что он из себя представляет. А уже решил упустить эту редкую возможность, чтобы отказаться от легкой добычи и выбрать опасную иллюзию. Никакого здравого смысла. Драгоценные сокровища, думаешь, мне денег не хватает?» Лисенок почесал затылок, демонстрируя хозяину явное неодобрение. Чутянь твердо сказал: «Я хочу выбрать второй вариант». На несколько секунд голос умолк, а потом медленно, глухим тоном произнес: «Ты можешь выбрать только один раз». Об этом веками мечтали сильные мира сего, но если ты решишь столкнуться с этим лицом к лицу, тебя ждет много опасностей. Ты можешь даже погибнуть. Твоя мудрость, твои амбиции и мечты превратятся в ничто. Твоя семья, твои друзья, твои близкие — все они покинут этот мир. Ты хорошо это понимаешь». Во взгляде Чутяня мелькнуло безумие. «Хватит говорить глупости. Если я не могу рискнуть, то какой смысл в мудрости и амбициях?» Дворец из золота и нефрита исчез. Лисенок мигом протянул лапку, но она схватила лишь воздух. Золотые горы и сокровища исчезли. Исчезло и драгоценное божественное оружие, и все священные лекарства. Свет в главном зале сменился хаосом, а наконец перед ним предстал древний бронзовый дворец, незамысловатый и ветхий. Хотя был он очень большим, противостоять ржавчине он не мог, потому что она была почти везде. Ты пришел сюда, и одно это уже доказывает твои силы. Ты справился с огромным массивом, и одно это уже доказывает твою мудрость. Соблюдая правила, ты можешь получить наследие. Лисенок, сидящий на плече Чутяня, принялся ворчать. Кажется, он злился. Где же прятался этот человек? Лисенку нужны были сокровища. Даже если хозяину они были не нужны, Лисенок смотрел вокруг, но не мог понять, откуда доносится голос. Возможно, человека даже не существовало. Возможно, это был разум, слившийся с бронзовым дворцом. После стольких лет. В голосе послышалось облегчение. Ты первый, кто добрался сюда. Чутянь даже не сомневался. Разве это не нонсенс? Требования испытания были очень высокими, ограничивая возраст и силу участника. Мало кто из современников Чутяня мог пройти испытание до конца. Голос не умолкал. «Говорю в последний раз, ты достаточно силен, чтобы получить наследие, но это не значит, что ты его получишь. Если оно не сольется с тобой, твое тело исчезнет». Слегка нахмурив брови, Чутянь непринужденно улыбнулся. «Вот как? Значит, я хочу взглянуть на наследие, которое может даже уничтожить мое тело». Голос ничего не сказал, а главный зал наполнила загадочная сила. Раздался грохот, и земля перед ним раскололась. Перед ним появился бассейн с жидкостью, которая выглядела как вода жизни. Она была прозрачной и яркой и испускала слабое свечение, однако в ней содержалась могущественная сила, которая намного превосходила мощь обычной воды жизни. Чутянь ощущал ауру Великой Древней Эпохи, это осколок Великой Древней Эпохи. Одной лишь ауры было достаточно, чтобы понять, что вода эта бесценна. У Лисенка загорелись глаза, он начал пускать слюни. Чутянь не успел остановить его, и Лисенок, намереваясь выпить эту воду, ринулся вперед. Но вдруг ощутил давление, испугавшись, он тут же отскочил назад. Чутянь несколько удивился, потому что ничто не могло напугать Лисенка. Пройдя вперед, он увидел, как в центре бассейна поднялся вихрь. Превратившись в 10-метровую колонну, вихрь медленно приблизился к Чутяню. Чутянь замер, не смея отступать. У Лисенка шерсть встала дыбом, он ничуть не скрывал враждебности. За секунду главный зал наполнила древняя аура, похожая на ауру божественной души, и Чутянь задрожал. Его основной духовный источник впал в выступление, словно столкнулся с неведомым. Это, удивлялся Чутянь. Останки древнего бога.
В колонну была впечатана огромная голова. Над мужественным и смелым лицом возвышались длинные рога, а сама голова была размером с дома. Однако казалось, что он страдает от ужасающей атаки, потеряв остальные части тела. Голова древнего бога, который умер миллионы лет назад, до сих пор испускала такую мощь и давление, что Чутянь даже не мог пошевелиться. Его ноги словно приросли к полу. С тех пор, как великий древний континент пал, а великая древняя эпоха подошла к концу, в мире уже не было демонических богов. Однако можно было найти останки демонических богов, и ценность этих останков была запредельной. Чутянь хотел найти останки древнего бога прошлого, однако обыскал половину континента, но ничего не нашел. Почти все останки обнаружили и переплетали крупные государства, и никто не хотел с ним делиться. Он и подумать не мог, что голова древнего бога найдется здесь, и хотя голова была поврежденной, она все равно оставалась редкостью. Демонические боги были существами, способными жить вечно, и если он получит образец, то для исследований Чутяня это окажется очень полезным. Тайным сокровищем центральной государственной башни оказалась голова древнего бога. Это соответствовало слухам о центральной государственной башне. Она могла стать ключом к бессмертию. «Не отворачивайся перед лицом божественной силы», — снова раздался голос. «Ты лучше, чем я думал», и юный человек, Чутянь, фыркнул. «Это лишь голова мертвеца. Это и есть мой приз. Хорошо, хоть и с неохотой, но я соглашусь. Помоги мне завернуть ее. То, что я хочу тебе дать, это не просто моя голова». «Что?» «Твоя голова». Чутянь испугался до глубины души. Возможно, в древнем бронзовом дворце жила душа древнего бога, которая и говорила с ним. В этом мире еще были живые демонические боги. Чутянь подумал об этом, и его захлестнуло волнение. Духовный бог. Это был духовный бог, разве не об этом он мечтал? У Чутяня, как у ученого, было много вопросов, которые он хотел задать. Великая древняя эпоха оставила после себя слишком много неразгаданных тайн. Что могло до такой степени его взволновать, и если не нечто подобное, появившееся прямо перед ним? Даже после испытания он ничего не получит, одна лишь возможность разговора с духовным богом означала, что путешествие не прошло даром. Глава 189, 10 глаз. «Я не могу ответить ни на один из твоих вопросов». Голос бронзового дворца звучал спокойно, словно он мог читать мысли Чутяня. «Я окончательно мертв. Остались лишь обрывки памяти. У меня нет воспоминаний о прошлом. Обрывки памяти. Это существо не только было логичным, оно еще обладало способностью мыслить, однако это оказались лишь обрывки памяти. Если обрывки памяти древнего бога оказались такими могущественными, насколько же страшным древнее божество было в период расцвета? «Не стоит печалиться», — снова раздался голос древнего дворца. Из ниоткуда появился пепельно-серый кристалл и вдруг повис перед Чутянем. «Возьми. Это кристалл моих воспоминаний о прошлом. Если сможешь выжить, возможно, ты найдешь ответы, которых так ждешь. Кристалл памяти от древнего бога. Это было воистину бесценное сокровище. Не скрывая радости, Чутянь аккуратно взял кристалл памяти. Древние боги пали очень быстро, почти не оставив наследия. Пусть даже кристалл памяти был поврежден, пусть даже его содержимое охватил хаос, ему в любом случае пришлось бы решать эту задачу неимоверно долго. Голос бронзового дворца не останавливался. «Я вижу в тебе очень странную силу и мудрость. Эти обрывки памяти очень тебе помогут, однако не смогут кардинально изменить твою судьбу. Твои мечты и амбиции не могут опираться лишь на кристалл. Останки древнего бога могли заглядывать в его разум, однако Чутянь этого не заметил. Что мне сделать, чтобы разорвать оковы судьбы? Как пересечь границу, которую не могут пересечь люди? Человек, ты слишком молод», — вздохнул древний дворец и подавленным тоном произнес: «Ты никогда не сможешь убежать от судьбы, от нее не сбежали даже демонические боги». Так и рухнул великий древний континент. Я не верю в это. Нахмурил брови Чутянь. В мире нет ничего невозможного. На древний дворец накатили волны силы. Чутянь оказался посреди огромной реки. Река неумолимо текла вперед. Миллиарды маленьких рыб, подталкиваемых силой реки, плыли мимо него, и это было великолепное, безбрежное, беспредельное зрелище. Чутянь изо всех сил противился, однако не мог справиться с могуществом реки. Он плыл туда, куда текла вода. Кажется, Чутянь что-то понял. Судьба была подобна реке, а духовные боги — муравьям. Одинокие, бессильные существа были не более, чем рыбешкой. Неужели все они обречены всю жизнь плыть по течению реки? Чутянь испытал ярость. Что за дурацкая аналогия? Я в это не верю. Чутянь взревел, и серебристая рыба, в которую он превратился, вспыхнула невероятно мощной аурой. Его глаза превратились в калейдоскоп, и его окружила загадочная древняя сила, сопротивляющаяся течению реки. Маленькая рыба повернула вбок и столкнулась с водоворотом в центре реки.
Иллюзия исчезла, и Чутянь снова оказался в древнем дворце. Все живые существа — рыбы в реке судьбы. Голос древнего дворца звучал, как колокол древнего храма, в нем слышалась мудрость веков. Возможно, такой могущественный человек, как ты, можешь изменить судьбу одной рыбы или нескольких рыб, но ты всегда должен помнить, что рыбам предназначено плыть по реке, никогда ее не покидая, словно мудрый старец усердно учил ребенка. Жизнь и смерть, процветание и разрушение. Сотворение всегда заканчивается разрушением, а жизнь — смертью. Судьба известна заранее, в мире нет подлинного бессмертия. Нет ничего, что можно было бы назвать вечным. Я понимаю твои амбиции, но неважно, насколько ты силен. Ты никогда не должен бросать вызов судьбе. Ты собьешься с пути, попадешь в водоворот судьбы, и тебя разорвет на куски. Это было всего лишь воспоминание. Чутянь не мог скрыть восхищение. Несмотря на то, что уже долгие годы он сталкивался с бесчисленными великими личностями, он впервые осознал, что мудрость человека ограничена. Чутянь задумался. О каком наследии ты говорил? Как оно может мне помочь? Оно подарит тебе силу. Тон голоса стал торжественным. Это своего рода сила, родившаяся в реке судьбы, сила, которая погубила меня. Надеюсь, ты сможешь заполучить ее и овладеешь мощью реки судьбы, сила, убившая Бога? Да. Я выпал из великой древней эпохи, и эта сила убила меня. Теория утверждала, что демонические боги были существами, которых невозможно было убить. Когда великая древняя эпоха подошла к концу, законы стали противоречить друг другу. В итоге демонические боги утратили фертильность и бессмертное тело, что привело к падению духовной защиты. Неужели демонических богов можно было убить? Хотя я лишился тела, сила, которая убила меня, запечатана в моем черепе. Спустя бесчисленные годы культивации она превратилась в семя. Надеюсь, в один прекрасный день это семя расцветет. Что касается башни, то это наследие полагается кому-то вроде тебя. Эта сила убила духовного бога. Сможет ли Чутянь совладать с ней? Наследие сопровождалось огромным риском. На мордочке Лисенко показалась тревога. Он обхватил Чутяня лапками, умоляя его не принимать опрометчивые решения. Чутянь, столкнувшись с давлением головы демонического бога, медленно шагал, игнорируя Лисенко. Каждый лак давил на него, как гора, на твердом полу даже оставались следы. Интересно. Чутянь опустился в бассейн, наполненный жидкостью и силой великой древней эры. Замерев перед огромной хрустальной колонной, он медленно воздел руки. «Позволь мне взглянуть». «Как пожелаешь». Вдруг вспыхнула энергия. Лисенко тут же отбросила назад. Когда Чутянь вошел в хрусталь, у него было уже не тело, а духовный источник в виде демонического бога. Гигантская голова рассыпалась на части, словно ее разрушила невидимая сила, а потом скрылась в основном источнике Чутяня. Сила действительно оказалась слишком могущественной. Один глаз содержит могущественную силу, а каждый из 9 глаз — свою мощь. Раздался удивленный голос Бронзового дворца. В тебе есть потенциал демонического бога. Очень хорошо. Очень хорошо. Ты подходящий человек. Ему казалось, что его душу рвет на куски, он уже ощущал такое, когда в нем зарождался источник. У него появится еще один источник. Ты с такой жутью рассказывал об этом, но это не так уж и тяжело. Неважно, что это за сила, я приму ее. Чутянь громко взревел, хрустальная колонна взорвалась. На лбу могущественного духовного источника показался разлом, из которого вылез новый глаз, но новый глаз оказался закрытым. 9. Максимальный предел и высочайшая честь. Неплохой потенциал, неудивительно, что он способен принять эту силу. Медленно говорил Бронзовый дворец. Какая удача добавить к максимальному пределу еще один глаз. Заставляет задуматься, что же будет дальше. Чутянь обессиленно рухнул на пол. Что произошло? Почему он вообще не ощутил изменений? Древний голос, способный читать мысли Чутяня, медленно объяснил: не только мне нести это семя. Настанет день, когда оно прорастет и принесет тебе удачу. А если в этой жизни оно так и не прорастет? Значит, такова судьба. Значит, ты обречен остаться без этой силы. Какое бессилие! Духовный источник поглотил силу, и некоторые изменения все же произошли. Чутянь не мог сказать, какие именно, но ощущал, как на него наваливается слабость. Словно в нем была огромная дыра, и ему нужна была сила, чтобы залатать ее. Чутянь сел в бассейн и погрузился в воду. Все эти годы в бассейне с мерцающей водой находился череп древнего бога, источающий мощь древнего бога. Это определенно пойдет Чутяню на пользу. Чутянь достал камень звездного света. В тот же миг вода вокруг него немного зашевелилась.
Из камня звездного света ударил свет, окруживший Чутяня, придавший ему вид бога, который сошел на землю. Приняв новую силу, Чутянь достиг прорыва. Благодаря силе воды и камню звездного света, что он сжимал в руке, он сможет прорваться, Чутянь безмятежно культивировал. И день, и ночь. Он напоминал губку, поглотившую половину бассейна. Чутянь прыгнул к небу. Его тело казалось прозрачным, а кожа сверкала, как бриллиант, сияла, как звезда. Он достиг успеха, бессмертное тело достигло царства бриллиантового тела, Чутянь достиг 3-го уровня пробужденной души. Когда Чутянь прорвался, его сила значительно увеличилась. Помни, не открывай 10-й глаз, если тебе не угрожает смерть. Ты пока не можешь справляться с такой силой. Голос Бронзового дворца становился все слабее. Возможно, однажды, когда семя прорастет, набухнет и станет больше. Одно лишь твое присутствие заставит дрожать и богов, и демонов. То есть, в этом мире есть боги и демоны. Тебе еще рано это знать. Чутяня переполняло волнение. Хотя ему не дали ответа, ему не сказали, что боги и демоны уже вымерли. Возможно, они просто пересели на другой самолет. Наконец-то моя миссия выполнена. Подожди. Поняв, что голос слабеет, Чутянь вдруг взял на руки Лисенко. Можешь помочь мне разобраться, кто он такой? Не знаю. У него могущественное родословное, так что его предок может быть даже демоническим богом. Но у меня нет об этом воспоминаний, так что я не могу дать тебе точный ответ. Что за абсурд? Я тоже знаю, что его предок явно непростое существо. Я тоже знаю, что у него необычное родословное. Что это за зверь? Какие у него есть способности? Лисенок радостно изогнул губы, как бы говоря Чутяню. Теперь ты понимаешь, насколько я силен. Давай мне хорошую еду, и я защищу тебя, когда стану демоническим богом. Эй, разве сильный предок делает тебя таким замечательным? Чутянь стукнул Лисенка по голове. Ты ленивый и прожорливый лисенок. Лисенок негодующе вскрикнул. «Эта башня испытания отжила свое», — нехотя произнес голос Бронзового дворца. «Я позаботился о тебе, и теперь могу раствориться в хаосе, впасть в вечный сон. Я дам тебе последний дар. Прощай, наследник». Чутянь вскрикнул. Неважно, воспользуется ли он этой силой, он в любом случае хотел узнать хотя бы его имя. Однако Бронзовый дворец промолчал, потому что для таких существ имена были неважны. Луч света раскололся на куски. С черепа древнего бога упали несколько черных камней. Вздохнув, Чутянь поднял черный кристалл и осмотрел его. У него заколотилось сердце. Там кровь, безусловно, кровь духовного бога была очень драгоценной. Кровь была запечатана в особый массив, так что за нее не нужно было платить, чтобы вынести из пространства испытания. Это была часть древнего бога. Согласно правилам башни испытания, если участник хотел что-то забрать, ему нужно было заплатить баллами. Сколько баллов стоил бы череп древнего бога? Даже представить было трудно. Одной лишь божественной крови было более чем достаточно. Чутянь убрал божественную кровь и приготовился уходить. Но лисенок завопил и взволнованно забегал вокруг черепа. Он заглядывал внутрь, словно что-то там искал. Чутянь нахмурил брови. «Ты что делаешь? Мы не можем ее унести». Лисенок схватил большой шар, похожий на нефритовую бусину, и радостно подскочил. Он вел себя, как обезьяна, нашедшая яблоко. Шар был раз в 10 больше лисенка, кажется, был глазным яблоком древнего бога. Лисенок поместил его прямо в пасть. Огромное глазное яблоко, наполненное энергией, начало стремительно уменьшаться, а потом и вовсе исчезло в пасти лисенка. Чутянь был ошеломлен. «Ты с ума сошел? Выплюнь его». Это был труп бога. Разве его можно так просто есть? Возможно, даже ты не выдержишь. Лисенок кинул на Чутяня презрительный взгляд, словно перекусил фруктами. И проглотил глазное яблоко древнего бога. Чутянь не успел его остановить. Он лишь бил себя по лбу. Все кончено. Лисенок схватился за горло, чтобы сдержать крик. Он в муках катался по полу, его тельце полностью покраснело. Внезапно он начал раздуваться и стал в 10 раз больше, достигнув габаритов небольшого холма. Глава 190. Обмен на вознаграждение. Тело Лисенка разбухало, превращаясь в идеально ровный шар. Его голова и руки исчезли, а увидеть теперь можно было лишь большой шар диаметром в несколько метров. Трудно сказать, из чего состояло его тело. Прежде он был размером с кулак, а сейчас дорос до размеров нескольких крупных чудовищ, но его тело не взорвалось, Чутянь не знал, что делать. Это было так называемое наказание за проступки. Лисенок стал таким, потому что был слишком жадным. Он вел себя так с самого рождения.
Однако попытался проглотить божественный труп. Разве это не глупость? Чутянь не мог ничего поделать. Он лишь стоял и наблюдал за лисенком. Теперь все зависело лишь от удачи этого парня. От его происхождения, которое покажет, сможет ли лисенок противостоять божественной силе. Тело лисенка раздулось до 20 метров. Завопив в небо, он выплюнул большой предмет. На его животе появился странный символ, и совершенно круглый живот начал сдуваться. На землю посыпались разнообразные предметы. Наполовину съеденные сердца трупов ин, погрызенный медовый брикет, множество странных вещей. Все это были сокровища, а теперь они дождем падали на землю. Увидев это, Чутянь гневно наморщил нос. Этот ублюдок тайком съел так много его вещей. Более того, он не переваривал их, а просто хранил в желудке. Одних лишь золотых монет было несколько сотен тысяч, я еще думал, куда деваются мои деньги, этот жалкий вор фактически украли их. Зачем тебе деньги? Конфисковать. Ему придется конфисковать все обратно. Чутянь хотел вернуть себе вещи, однако раздался вопль, и зал задрожал. Большой лис, достигший в толщину 10 метров, вдруг бросился вперед, защищая лапами вещи, которые он недавно выплюнул. Он упорно трудился, воруя их из-под носа хозяина. Эти золотые монеты пойдут на еду, Чутянь охнул. Неужели лис уже пришел в себя? Ростом он теперь был тоже 10 метров, а формой напоминал мяч. Пушистый хвост превратился в 9 хвостов. Жирный девятихвостый лис — это его изначальная форма. Что это такое? Жирное тело медленно начало сдуваться. От 8 до 5 метров, до 3, 2,5 метра. Наконец лисенок вернулся к исходным размерам, а 9 хвостов снова слились в один. Быстро поместив награбленное обратно в живот, лисенок тяжело вздохнул. Распушив пушистый хвост, он скорчил самодовольную мину. Вот как, лисенок безо всякого вреда проглотил божественный труп, Чутянь снова стукнул его кулаком по голове. «Пошел ты!» Кажется, лисенок почти не изменился. Вероятно, он не проглотил глазное яблоко бога, а просто сохранил его в желудке. Если лисенок обладал такой способностью, то почему бы не сохранить часть божественного трупа? Заметив направление его мыслей, лисенок замахал лапой и покачал головой. «Даже не думай, даже если ты зобишь меня до смерти, я этого не сделаю». Глотать глаз было слишком тяжело, Чутянь пытался заставить его, давая лисенку всевозможные обещания, однако согласился тот лишь после удара. Лисенок несколько раз осмотрел труп бога. Он нашел кристалл, похожий то ли на нефрит, то ли на кость. Позвонок древнего бога. Чутянь кивнул, лисенок искривился, как воин, направляющийся на поле брани, и проглотил позвонок. Произошло то же, что и раньше, а уже через 10 минут все было в порядке. Лисенок выглядел истощенным, и дева двигался. Чутянь понял, что он на пределе. На пределе, после которого принуждение уже не подействует. Хорошо, считай это своей заслугой. Чутянь взял лисенка на руки, и они вместе покинули бронзовый дворец. Когда они вышли, мир вокруг них погрузился в хаос. У него в голове раздался звон гонга. Вы выжили в пространстве испытания 40 часов. Вы получаете 200 дополнительных баллов. Чутянь посмотрел на нефритовый жетон, что болтался у него на груди. На нем светились цифры 1352, окончательный результат Чутяня. Сейчас вы попадете в зал славы. Пространство вокруг него снова зашевелилось, и Чутянь оказался в пустоте. Не было ни земли, ни неба, скорее это походило на космический хаос. Вокруг было много разных сокровищ, каждая из которых лучилась светом. Как много, Чутянь уже достиг пика 3-го уровня пробужденной души и теперь готовился к 4-му уровню. 3-й и 4-й уровень разделяла огромная пропасть, и если у него не будет помощи, то на прорыв ему понадобится 3-5 лет. Чутянь нуждался в святых лекарствах, в центральной государственной башне было много сокровищ, и почти все были сокровищами 2-го класса. Разумеется, культиватору пробужденной души таблетки 2-го класса подходили идеально. Чутяню не пришлось искать долго. Древняя виноградная лоза, напоминающая водяного дракона, скрутившегося кольцами, среди которых виднелись 3 плода. Тысячелетний старый земляной плод — святое лекарство 2-го класса, которое стоило 220 баллов. Старый земляной плод был редким сокровищем 2-го класса, потому что ему требовалась суровая среда обитания, центр Земли. Из эликсира он превращался в тысячелетнее лекарство. Это лекарство содержало энергию Земли, однако помогало не только в культивации, но и дарило кое-что еще. Святые лекарства высоко ценились. Зал славы Центральной государственной башни был заполнен в основном святыми лекарствами низкого класса, причем большинство из них стоили около 100 баллов. Чтобы прорваться на 4-й уровень пробужденной души, достаточно было и святых лекарств низкого класса. Чтобы подстраховаться, Чутянь решил взять святое лекарство среднего класса.
Чутянь не мог забыть про Мэн Ин и остальных. Потратив 660 баллов разом, он взял 3 старых земляных плода. У Чутяня было еще много баллов, однако не знал, на что их обменять. Оружие ему не нужно было, культивационные методы не интересовали. Что касается таблеток и древних книг, Чутянь не знал, откуда их взял древний бог, однако ценности для него они не представляли. А что это такое? Чутянь нашел большую тыкву, тыква была полностью темно-зеленой. Ее окружало сияние, лишь придающее загадку. Вокруг нее плавали слабо мерцающие рыбы инь и ян. Безграничная бутылочная тыква — сокровище наследия неизвестного класса. Она могла пригодиться и в алхимии, и в очищении, и для хранения предметов. Она могла даже поглощать энергию. 650 баллов. Чутянь не знал, какая раса помогала древнему богу строить эту башню и искать все эти сокровища. Эта большая бутылочная тыква явно была необычной, Чутянь не мог определить, что это. Он не заметил следов очищения, так что сокровище было таким изначально. Как адское пламя, которым пользовался Чутянь. Итак, древние расы использовали большую бутылочную тыкву, чтобы хранить в ней вещи. В эпоху Чутяня предметы для хранения были широко распространены. От маленьких колец до браслетов или даже мешков. В качестве хранилищ пользовались даже сундуками. Чутянь мог создать хранилище, если у него было достаточно материалов. Если это лишь хранилище, то Чутяню не стоило тратить на нее баллы. Но Чутянь заметил, что эта тыква не просто хранилище. Ее можно было применять и для очищения таблеток, для ковки оружия, изготовления алкоголя. Тыква могла поглощать энергию, а это значило, что в критический момент ей можно было обороняться. Хранилище, очищающее таблетки, кующее оружие, готовящее алкоголь, определенно ему пригодится. Внимательно осмотрев тыкву, Чутянь не удивился еще сильнее. Бутылочную тыкву переполняла жизненная энергия, как у деревьев саженцев. Это была не ее окончательная форма, тыква оказалась непростой. Хотя она была довольно дорогой, это было редкое сокровище от рождения, которое никто не мог получить. Если Чутянь упустит этот шанс, возможно, он уже никогда не найдет нечто подобное. По сравнению с ней оружие, снаряжение и культивационные техники казались бесполезными, Чутянь выбрал бутылочную тыкву. У него осталось не так много баллов, поэтому он решил обменять их на обычные вещи. Он решил подарить их подчиненным. Чутянь нашел культивационную технику, которая называлась «Ледяная душа 9 лун». Судя по описанию, это была довольно хорошая культивационная техника. Если совместить ее с культивационной техникой Бин Синь Юэ, он сможет создать культивационную технику высшего класса. Сделать что-то из ничего было сложно, пусть даже Чутянь был очень эрудированным. Однако переработать культивационную технику и совместить ее с другой было совсем несложно. Он купит ее, она будет всего лишь материалом. Чутянь достал все, что лежало в его хранилище. Этот мешок был частью пространства испытания, и унести его отсюда было нельзя. Материалы и снаряжение, которые он нашел в пространстве испытания, тысячелетний духовный мед, культивационную технику и старые земляные плоды он поместил в большую бутылочную тыкву. Он закинул ее за спину. Неплохо, все это было весьма полезным. Чутянь нашел еще несколько полезных вещей, однако лишь вздохнул, он уже потратил все свои баллы. Он думал, что ему хватит, однако баллов оказалось недостаточно. Хотя в тело Чутяня перешла запечатанная сила древнего бога, Чутянь не знал, как ей пользоваться, он даже не знал, что эта сила из себя представляет. Но даже если забыть об этом, его путешествие не прошло даром. Люди этой эпохи были благословенны, имея в распоряжении столько руин. Даже одни катакомбы принесли бы им потрясающий урожай. Чутянь собрался уходить. «Лисенок, мы хорошо постарались». Время уходить. Сказав последние слов, Чутянь вдруг кое-что придумал. Он кое-что забыл. Разве Лисенок не участник? Хотя он пробрался тайком, он тоже получил нефритовый жетон. Более того, прежде чем открылась сокровищница, он убил несколько сотен демонов, а каждый из них стоил немало баллов. Лисенок получил 700-800 баллов и 200 за выживание в пространстве испытания. Перешел границу в 1000 баллов, а остальные получил по пути. Это значило, что общий балл Лисенка был не ниже, чем у Чутяня. Чутянь коснулся плеча и понял, что Лисенок уже пропал. Неудивительно, что стояла такая тишина. Он уже куда-то сбежал. Чутянь отлично изучил вредные привычки Лисенка, так что ему оставалось делать. От злости у него чуть легкие не взорвались. Проклятие, этот чертов лис.